Привет, дорогие друзья! Ну что, пришло время рассказать о теракте, о покушении, которое произошло в отношении меня и моей семьи. И, это седьмая часть по Химпрому. Это седьмая часть расследования по наркокартелю Химпром. Теперь, насколько это касается лично вас. Смотрите, сухим языком фактов. Это информация, которая получена от спецслужб. Итак, сейчас начинают разворачиваться новые химические лаборатории. В эти лаборатории набирают людей. Зарплата я не буду озвучивать, чтобы вы просто выпали бы в осадок. Да? Менты занимаются логистикой, это МВД Украины. Основной сбыт, внимание, ЗСУ-то школы. ЗСУ, ВСУ и школы. То есть, если раньше они пытались как-то там студенческие сообщества, сначала это началось с людей, которые отбывают наказание в тюрьме, или которые имеют отношение к тем, кто хочет иметь отношение к блатной романтике и так далее. Теперь прямо школы. Распространение солей будет в школах. Так, куплен полностью отдел кибербезопасности, киберов и отдел по борьбе с наркотиками. Весь бизнес сейчас забран офисом президента, поэтому де-факто и сливают друг друга, происходит смена руководства. Производство в основном перемещают на Западную Украину. Война по посадкам. Яцевич Строгуш была из-за того, что многие начали с войной отходить в самостоятельность. Это не устроило, всех подтягивают под единый центр. Отмывают деньги через, тут указано, и сеть ресторанов. В наборе рекрутов участвуют, вот здесь я смотрю фамилии, но это все позже. Сейчас я бы хотел показать, как действует вообще наркокартель Химпром с теми людьми, которые доставляют на самом деле серьезные неудобства. Во-первых, эти идиоты сожгли квартиру, в которой я жил до своего отъезда из Украины, до 2011 года. Вполне возможно, что это должно было каким-то образом, может быть, меня запугать или... Я не знаю, что это должно было. Я должен был испугаться. Короче, по гетьмана. Вот, все погорело у нас. И во-вторых, был совершен террористический акт с целью убийства 2 и более человек. Они отлично знали, что и я, и моя семья находимся в доме, и они забросали дом 5-6 бутылками с горючей смесью, с коктейлями Молотова. Бросали не для того, чтобы испугать. И спецслужбы, которые работают здесь, в Европе, они это прекрасно поняли. Это было для того, чтобы убить. Вот так это происходило. Вы, возможно, это уже видели. Потому что видео, это видео с камер, и мы передали его в СМИ. Вот идет запись. То есть они пытались убить. Это 4 утра, как вы видите, время отображает реальное время. 4 часа утра, 32 минуты. О том, как идет расследование, я говорить не могу. Я кое-что знаю, но я говорить не могу. И поэтому не буду говорить. Но уверяю вас, что вы еще узнаете. Итак, во всех СМИ первой величины, это те самые средства массовой информации, где давал интервью Зеленский, вы помните, там последнее было его имиджевое такое интервью, это Эль Паис, это Лавангардия, это Индепендиенте, Диарио, все ведущие средства массовой информации написали о ситуации, но интересно о том, как они написали. Здесь очень большая разница с тем, что пишут украинские средства массовой информации, потому что здесь подходят фактически. И фактически, честно говоря, у меня глаза на лоб полезли от того, что впервые за много месяцев на моей памяти начали произносить такие вещи, как коррупционная власть Зеленского. Перестали называть внезапно просто оппозиционера власти каким-то там агентом или еще чем-то. На самом деле информация подана просто катастрофически для офиса президента Зеленского. Здесь, у нас в стране, было выпущено 6 коктейлей Молотова на дом украинского журналиста, живущего в Таррагоне. Этот момент был заснят камерами видеонаблюдения. Он уже 8 лет живет в Испании, и это не первый инцидент, произошедший с этим журналистом, который очень критически относится к правительству Зеленского. Да, на самом деле, согласно словам жены журналиста, у них есть подозрение, кто может стоять за этим нападением.
Месяц назад они получали угрозы через сообщения и электронную почту, в которых им среди прочих угроз грозились поджечь их дом. Его жена также утверждает, что это нападение произошло после того, как журналист опубликовал расследование о наркотрафике в Украине. Это не первый раз, когда на него нападают возле дома, но теперь украинский информатор всерьез опасается за жизнь своей семьи. В 4:30 утра Анатолий Шарий, украинский журналист, его жена и их 4-летний сын спали дома. Они швырнули 5 или 6 коктейлей Молотова и скрылись. Я даже не думала, что такое может произойти в Европе. Нападение произошло сразу после публикации расследования об этом наркокурьере и его предполагаемой связи с украинским правительством, которое заплатило за нападение на наш дом. Сестра главы картеля, помощница Зеленского. Месяц назад появились угрозы в социальные сети, которые были исполнены. Ночью мы бросим коктейль Молотова в комнату твоего сына. Про нападение сообщили в полицию. У Анатолия множество врагов из-за его YouTube-канала с более чем 2 миллиона подписчиков, где он рассказывает о коррупционных схемах правительства Зеленского. Мы получали множество угроз. В прошлом году журналист был арестован нацполицией по обвинениям в госизмене, но после рассмотра дела в нацсуде оно было закрыто. Здесь отлично понимают, что такой картель не может существовать в стране без поддержки высших лиц руководства этого государства. 2 украинских журналиста были атакованы 5 коктейлями Молотова в собственном доме в провинции Таррагона. Вот этот момент поздней ночью. Несколькими днями ранее супруги подали заявление в полицию об угрозах убийством, исходящих от раскрытой ими сети украинских наркоторговцев. Летом того года журналист был арестован по международному ордеру, а власти его страны обвинили его в государственной измене, но суд Мадрида остановил процесс экстрадиции. Украинская пресса использует обороты «агенты Кремля». О поступлении этих угроз он заявил в Mossos d'Esquadra, поскольку он и его жена подвергаются нападкам за содержание его блога, в котором он рассказывает о предполагаемой коррупции в правительстве его страны. Сегодня утром он подал заявление в каталонскую полицию, которая начала расследование, о котором в настоящее время дополнительную информацию раскрывать нельзя. Камеры зафиксировали запуск 5 зажигательных устройств с нескольких ракурсов, которые практически мгновенно полетели в дом. Это терроризм, и они пытались убить и сжечь всю семью в доме. Неделю назад Ольге и ее мужу поступили серьезные угрозы о расправе. Мы отрежем вам ноги, отрежем вашу голову, голову вашего ребенка. Ждите коктейли Молотова у себя в доме. Произошедшее преступление совпадает с угрозами со стороны группы украинских наркоторговцев, которых муж Ольги осуждал за их связи с украинской армией. Они отправляют наркотики в армию, сестра босса этого наркокартеля, помощница президента Зеленского. У журналиста более 3 миллионов подписчиков в социальных сетях, в которых он осуждает коррумпированность правительства Зеленского, которое, в свою очередь, обвиняет его в государственной измене, создании угрозы безопасности и разжигании ненависти. Они четко связывают это нападение с тем, что Украине было отказано в моей экстрадиции. Наверное, украинские СМИ забыли об этом рассказать, да? Забыли об этом рассказать, и поэтому я до сих пор слышу там, про экстрадицию, еще про что-то. Украине было отказано. Других средств для того, чтобы меня достать, нету. И поэтому в ход идут такие средства. А теперь Химпром. Ты касаемо, все в курсе, ты про уважаемого Александра Валентиновича, ну здорово, я всегда к нему с уважением, но это ничего не изменит. Это вы слышите Егора Буркина, того самого создателя наркокартеля Химпром, но я не знаю, руководителя ли. Потому что, судя по его умственным способностям, которые начали проявляться по ходу расследования, да, вот эти вот угрозы, сжигание квартир, попытка убийств, совершение терактов на территории Европейского Союза. У меня сомнения в его психической адекватности. Я думаю, что это админ. Он администрирует. А руководит кто-то другой. Какой Александр Валентинович имеется в виду? Это переговоры Егора Левченко,
которого награждает руководство МВД Украины грамотами, со своим подручным, который работает в Европе. Александр Валентинович, смею предположить, что это Поклад, генерал службы безопасности Украины. Это его почему-то, им прикрывается сотрудник наркокартеля, который работает в Европе, а глава наркокартеля проявляет максимальное уважение. Только ты во время разговора-то, до разговора подумай, сколько лет за мной себе бегают? 10, 12, 15, и где я? В хорошем месте. А ты что будешь делать? А? Сейчас созвонимся, подумаем вместе. А слава богу, Украина страна такая, не как Россия. Здесь власть очень быстро меняется. Подумай насчет этого, друг мой. Первый раз здесь мы слышим намек главы наркокартеля о возможности смены власти в Украине. Первый раз слышим и первый раз задумываемся. Я, во всяком случае, сразу задумался. А нет ли у них плана вот в связке с силовыми структурами немножко не то что выйти из-под контроля, а стать самостоятельной структурой и захватить власть в Украине? Саш, тебе еще раз объясняю то, что я от этого никак не пострадаю. То, что ты с Шариком начал общаться, это твое дело. Ты зарплаты говно вонючее получал. Слушай, как пошел, делай, что хочешь. Все абсолютно дай Шарику, все у тебя будет хорошо. Всех благ. Власть у вас быстро меняется. Туби, все будет хорошо. Туби, и дальше забыл, как оно. Я же говорю, человек высокоразвитый. Дальше он второй раз упоминает про смену власти в Украине. Обратите внимание, этот гражданин России, который находится в розыске, получает грамоты от руководства МВД, заявляет о том, что возможна смена власти. Смена власти деньгами наркокартеля. И, конечно, он озвучивает. Шарик — это, по всей видимости, я. Он озвучивает, их очень волнует то, что информация появляется у меня. И он обвиняет своего сотрудника в том, что тот мне дает информацию. Значит, сиди дальше, значит, ты уволился. Чтобы все было хорошо, не нужно никаких видео выкидывать. Потому что, чтобы все было хорошо. Уволился, с катертью дорога. Друг друга не знаем. То есть никакие видео главу наркокартеля не волнуют, но все-таки немножко волнуют. Далее вашему вниманию представляется общение его сотрудника этого всесильного наркобарона, и в принципе с самим наркобароном. И участвует третье лицо, как я понимаю, это вор в законе. Это я, Тенго, да. Ты можешь считать другом весь мир. А кто тебя считает другом? Вот это важно, понимаешь? Смотри, давай подытожим сразу вкратце. Я тебя другом не считаю. Ты работник. Ты был работником. Ты был работником. Роли, которые сопротивляют, человека интерес. Понял? Значит, что? Ты знаешь, он со мной, мы дружим. Не со мной, мы дружим, мы братья, мы дружим, общаемся, Ты знаешь это все. После этого ты, выпускаешь тогда ролика, ты, вредишь моего... Алло. Да. Да, и смотри, я сейчас расшифрую, это элементарно. Это элементарно. Ты знаешь, что мы дружим. После этого ты сопротивление, ролик выпускаешь, который вредит человека, понимаешь? Значит, что? Ты знаешь, все... Смотри, он у нас же объяснит, он якобы сумничал. Он меня в хорошем плане там выставил, Стасик, да? Сумничал? Ты умный, а чё ж ты до 45 лет не нажил, да умный? Братан, смотри, Значит, да, я тебе отвечу, Егор, Притынго. Значит, нажил я в душе так побольше, чем у тебя. Это первое. Второе, ты меня берешь на чувство страха, и ты говоришь, что я твой наемный работник. А везде нас вдвоем с тобой рядят в барых, а я солью не торговал. Я понимаю, что у прекрасного вора друг, чувак, которого рядят в то, что он постоянно торгует солью. Не вопрос, ребята. Вы можете меня объявлять там еще как-то. Я вам так скажу, я себя не чувствую. Ничего не совершил. С огромным уважением к вам обоим. Говорю, что так как я работал, бог с ним, на Егора. Я работал на Егора, но сейчас вдвоем мы с Егором везде у этого
со Шария как два главных. Ну нет, он ошибается. Я не делал его, рядового там сотрудника наркокартеля, каким-то главным в наркокартеле. Нет. До главных, я надеюсь, мы все-таки докопаемся. И уже некоторые фамилии есть. И когда... И когда я говорю, что мне нужна защита, мне нужно, что он даже со мной не разговаривает. Защита внезапно понадобилась сотруднику наркокартеля, он находится сейчас в Швейцарии. Это он из Швейцарии ведет такого рода переговоры. Потребовалось после того, как мы начали двигаться в юридическом поле в отношении этого гражданина. Я тебе сейчас рассказываю, блядь, ты знаешь, кто я? Короче, человек, короче, мы дружим, мы братья. Ты говоришь, короче, барыгам называют, короче. Если ты, короче, кто-то тебя назвал барыгой, короче, или за друга, короче, какая реакция была твоя? Это, во-вторых, короче... Да Тенго, он мне предлагал перевозить дела через границу. Здесь звучит крайне интересное признание о том, что глава наркокартеля предлагал своему сотруднику перевозку наркотиков через границу. По всей видимости, наладить канал поставок в Европу синтетических наркотиков. Я думаю, что Европу это должно сильно интересовать. Короче, тех людей, короче, которые ходят, короче, понял, по улицам, наркомания, по чеку продают, короче, понял? Вот это слово не обоснуешь, короче, там нет, короче, я тебя живой похороню, я тебя серьезно говорю. Короче, если по чуть-чуть продает, то можно. Не, я просто интересуюсь у тебя, как у человека. Если по чуть-чуть, то можно, то не барыга. А если большими количествами, то барыга, правильно? Барыга это, если ты, может, ты барыга, он не барыга. Стой, Станислав. Минуточку, один вопрос. Грубо говоря, Барыги, найди возле тебя, ты начинал с нами сотрудничать в России. ты уже глубоко заходишь, в твою мать. Стасик, стой, Стасик. Ты не знал нашу деятельность? Что ты сейчас запишешь? Понятно, что ты сейчас все пишешь. То бишь ты не знал, кто я такой. И чем я занимаюсь в России, Стасик. Не верю до сих пор в то, что ты такой и занимаешься этим. Здесь сотрудник наркокартеля, уже понимая, к чему все пришло, делает вид, что он не знал, чем занимается наркокартель. Я верю. Но судя по тому, как ты себя ведешь, выходит именно то, что Шари тогда прав, а я не хочу с этим ничего общего иметь. Понимаешь? Все. Шари прав. Я прозрел. Хочу убежать от наркокартеля куда подальше и так далее. Хватит мне угрожать. Я твой все Маму мою еб... А сейчас набери тех воров, короче. Я говорю, Тенго, ты-то маму мою еб... А? Я тебя закрою. У меня у мамы 4-я стадия рака. Иди ты, я тебя просто язык вверху. Ты конченый, ты гандон вонючий. Ай, Я как тебе покажу, хорошо. как потерять имя, я тебя похороню, ты гандон. Я тебе Выкладывай, я уже тебе объяснил, что будет. Да, очень много неприятных моментов будет у нас у всех, Егор. Ну, я думаю, с Богом мы это проживем. Сегодня Йом-Кипур, кстати, и в связи с этим Йом-Кипуром я прошу у вас прощения. Сегодня все просят друг у друга прощения. Я тебе скажу, брат, впереди нам что ты вообще хочешь разговаривать? Надо вообще отправить ее маму, короче, понял? Я сейчас наберу везде, короче, в лагерях, везде. Я тебе сейчас наберу. Ну, брат, спасибо тебе за диалог. Сейчас тебя наберу отдельно. Ты подумай. После прекрасного, я считаю, общения с вором в законе, сотрудник наркокартеля говорит, что он очень обижен, его не запугать. После разговора с Тенго, и после того, что он говорил про мою маму, после того, как ты, зная, как я к тебе отношусь как к другу, это в рот и сказал, что я просто твой наемный рабочий, после того, как ты относишься к тем которые тебя открыто и публично, как Моня, и как лучше, чем ко мне, после того, как ты полную душу навалил, ты меня не запугаешь. Ты насрал мне в душу и предал меня. Понял? Это все словоблудие, но дальше начинаются уже традиционные для главы наркокартеля Химпром Егора Левченко угрозы семье и детям. Этими видео и так далее, абсолютно всеми разговорами, которые ты можешь слить Шарику, никак нас сильно не подтопишь, не покусаешь. Но вот у тебя там сзади дети, милые ихние голоса. А нужно думать о том, чтобы всегда все было хорошо в семье. А ты думаешь не о том. Ты думаешь о том, как лишнего урвать. Зря ты думаешь насчет того, как урвать лишнее.
что получишь или кто-то еще. Поэтому, повторюсь, твоя жизнь, жизнь твоих близких, детей, она в твоих руках. Распоряжайся, как считаешь нужным. Интересно. Далее опять идут посылы о смене власти. Интересно, кто дает такого рода установки главе наркокартеля, который обладает колоссальным влиянием на спецслужбы Украины, потому что спецслужбы находятся практически на содержании у наркокартеля, а деньги на содержание спецслужб берутся от умирающих школьников, которые под солями прыгают из окон, шагают с крыш и так далее. Получается, в связке со спецслужбами наркокартель желает сменить власть в Украине. Смотрите, власть в Украине сменялась всегда на более худшую. Такая история у нас. После Зеленского, в принципе, может прийти только наркокартель. Касаемо того, что я знаю, с кем ты общаешься, и на этот повод, если на этот момент я тебе тоже отвечу, то, что это Украина, это не Россия. В Украине все очень часто меняется. Что будет через год, что будет через 2, неизвестно. Кто будет где, неизвестно. Так что подумай хотя бы один раз хорошо своей башкой. Ссора у активных участников наркорынка в Украине, наркорынка, который уже распространил свое влияние на западные страны, происходит из-за меня. Егор, со всем уважением к тебе и к тому, что ты достиг, ты что, в натуре идиот? Такой шарик. Тебя кто-то кружит из окружения очень жестко. Как ты мог поверить в то, что я записывал Шарию эту запись вообще? Насколько надо быть ***бом? Ты меня, конечно, извини, но это же я его жене рисую, и я ему буду такие записи записывать. А даже если я ему это и записал, почему он ее выложил? Задай себе вопрос, если бы я ему это в натуре записывал и давал какие-то материалы, выложил бы он эту запись или нет? Это же подстава. Точно так же, как и раньше, ты постоянно ведешься на одно, на то, чтобы рассориться со мной. Егор, может, ты и гений там в каких-то планах, но ты имеешь тоже дело с гением, и я не накидываю на себя пух. Я год с тобой вел как принц, моя субличность была, потому что у тебя реально работает субличность людоед. Да, мне нужны были эти деньги, ты многое мне изменил, все, что я тебе говорил, было от души. Я не знаю, кем ты там меня считал, я больше чем уверен, что ты так не считал. Потому что я с тобой общался, и я знаю, что ты не душевный. То, что ты сейчас делаешь, это глупость. И верить в это реальная глупость. Теряешь друга. Я прерываю, потому что там пока не дошло до секса по телефону, потому что наемный работник наркокартеля вылизывает своего шефа. Это понятно, непонятно другое. Данный диалог происходит на территории Европы. Прямо в Швейцарии обсуждаются зарплаты, а зарплату получал наемный работник, как он сообщал неоднократно, $15 тысяч в месяц от наркокартеля. Получал человек, который при этом, как и его семья, получали выплаты от Швейцарии. И получают социальные выплаты от Швейцарии. Швейцарская власть, я думаю, будет потрясена результатами того, как это в итоге выстрелит однозначно. В средствах массовой информации начнут подниматься вопросы, почему на протяжении многих месяцев игнорировался факт того, что выплачивались выплаты семье, которая работает с наркокартелем и получает огромные средства. Почему никто не отслеживал того, что он получает, эти средства? Я тебе должен, а ты должен мне, я считаю. И довести это смогу, но не с истеричным Тынго, который только что в разговоре имя потерял. Услышь меня внимательно. Сейчас я эту видеозапись всей братве скину, чтобы понимали, что у вора друг барыга. Далее идут попытки разговоров по понятиям, как будто все они не наркобарыги, как будто все они не работают в тесной связи с теми же ментами. Менты — это их руки. МВД — это руки наркокартеля. Но они пытаются продолжать строить из себя каких-то там приверженцев, каких-то понятий. И попроси извинения, заплати то, что должен. И тогда, возможно, я с тобой начну нормально как-то разговаривать, и мы снова, возможно, восстановим нормальные отношения. Здесь уже одесский наркоман, который работает на наркокартель, вымогает извинений и денег от главы наркокартеля, от этого Пабло Эскобара на минималках, который очень пытается походить на каких-то там личностей, которых, возможно, он видел в кино.
Но на самом деле, ну, Угрожать, не угрожай, я делаю, тявкала, интернетная, повторюсь, пошел, хочешь денег, связываешь меня с человеком, получаешь деньги и идешь, Стас Домбров. спор идет за 15 тысяч евро, которые ежемесячно получал в Швейцарии сотрудник наркокартеля, получающий при этом, как и вся его семья, соцвыплаты из бюджета Швейцарии. Отдай то, что должен, тебе должны пятнашку, слышь ты, за этот месяц. Ты ее получишь, выкладывай, что хочешь. И еще раз правильно, куда пошел? Самое главное, повторюсь, ты же должен понимать, жизнь длинная. Ты вот не всех перечислил. Тупая, старая, Так что жизнь длинная. Завтра ничего не случится, послезавтра ничего не случится. Но в целом... Должна, кстати, мне ты, за зубы и за твою мамашу. Мамаша подыхает, помоги. Тухлодырая. Наркобарон при этом требует вернуть ему 50 тысяч евро, которые он отправил своему сотруднику на лечение мамы, которое происходит в Германии. Все вот эти вот разговоры про деньги, про наркотики, про другие вещи происходят при детях на территории Швейцарии. Ну и в присутствии жены. Там жена овощ, в присутствии которой сотрудник наркокартеля, этот Стас, постоянно угрожает кого-то изнасиловать, убить, угрожает убить детей и так далее. То есть этот овощ не возражает. Она в курсе всего. И, конечно, она в курсе денег, которые получал ее муж на территории Швейцарии. Еще раз, дело не в деньгах и не в видео. Тебя не шантажируют видео. Ты так и не понял. Ты извинись сначала и пойми, где ты в отношении меня. А дальше будем разговаривать с тобой. Вообще на видео. Твои бабки. В машине дети и в машине же овощ жена, которая не мать этих детей, которая не возражает против той деятельности, которую ведет ее муж. По поводу Мони, я только что с ним разговаривал. Он говорит обратное и спросил, говорит, а спроси тогда у Егора, за что он мне деньги дал, если эти видео про Дубового он не получил. Здесь опять всплывает Моня. Моня — это Майман, Михаил Майман, который сейчас находится на территории Евросоюза, насколько я понимаю, ну, как сообщали украинские СМИ, не знаю, правда это или нет, что он находится в розыске, якобы в Украине. О Михаиле Маймане я рассказывал в одной из частей нашего расследования. Он плотно работал с наркокартелем, потом у них вышла какая-то заруба. После этого Егор Левченко нанял бойцов ВСУ, ну, во всяком случае, их так представляют, как бойцами ВСУ, тесно связанными с одной государственной организацией, которая, по идее, должна заниматься другими спецоперациями, и они, там, как называется на болтном жаргоне, там, опускали Моню на видео насильственным способом. Там мерзкое видео, сюда его, конечно, выкладывать не буду, я выкладывал звук этого видео, но там все понятно. Но вот здесь звучит еще, а сейчас они опять, получается, Егор что-то попросил записать у Мони, и там звучит фамилия Дубовой. Кто такой Дубовой? Дубовой — это Александр Федорович Дубовой. Ой, человек непростой, с долгой политической историей. Во власти всю жизнь, известен тем, что в свое время пришел в Верховную Раду в куртке из крокодила за $80 тысяч. Это заметили и начали интересоваться другими вариантами заработка, которые есть у Александра Дубового. Дубовой меценат, Дубовой воцерковленный очень человек, у него есть благотворительные фонды, он получает какие-то грамоты и даже медали от церквей. То есть Дубовой — это друг всех друзей, скажем так. Ну и вот Дубовой, друг всех друзей, воцерковленный, занимающийся благотворительностью, да и вообще такой, знаете, человек христианский, христианской морали, имеющий тесные связи с Александром Турчиновым и другими, о других мы еще поговорим, я надеюсь. Вот он приглашает в присутствии Виктора Ющенко, наркобарона, вернуться в Украину, вместе отстраивать. Єгоре, друже, значить дивися,
Тобі пора повертатись до України, розбудовувати Україну, тому що ти там уже засидівся, да? І трохи сачкуєш. Отак от. Я бачив у тебе берег моря, в тебе там пліскається все те саме. Но от в мене зараз третій президент сидить, він говорить, що якщо такі, як ти, не повернуться найближчим часом, то проти них будуть включені санкції. Так, Віктор Андрійович? Да. Тим більше Америка скучна, Україна цікава. Да. Віктор, скажіть, що повертайся, Єгоре, тому що буде тобі погано. Єгоре, повертайся, бо буде погано. Вместе отстраивать вполне возможно подразумевается, давай вместе продавать наркоты больше школьникам. Потому что наши-то дети занимаются другими делами, чем занимаются дети Дубового. Я думаю, в одной из следующих частей, потому что они также, по нашей информации, связаны с Химпромом. Но, конечно же, связаны не тем, что они потребляют продукцию Химпрома. Продукцию Химпрома потребляют ваши дети. Ваши дети. Русские дети. Украинские дети. Скоро польские дети. Испанские дети и так далее. Это необходимо остановить. И мы это остановим. Первые шаги удачные. Пока. Отдельно этим отбросом. Я не боюсь ничего. Еще не поняли? Потому что вы отбросы.